Сегодня 19 января, поэтому праздник Крещения Господня или Богоявления, замечательный наш праздник. И так получается, что вот фактически приближается срок, вот день, когда я уеду из Москвы, пока на какое-то время, но все-таки я как-то чувствую, что это определенное изменение в моей жизни. Надо сказать, что я итальянец, я родился и воспитывался в Италии, но вот уже 14 лет уже в сане в Русской Православной Церкви и столько же служу в Москве. И в частности, вот в этом замечательном храме Космы и Дамьяна я служу уже 10 лет, из этих 14, в которые я в сане, 10 лет я в этом храме. Это все не случайно. Меня сюда привез патриарх по просьбе настоятеля, потому что это мой родной храм, куда я ходил еще до принятия сана. Поэтому с огромной радостью я принял тот факт, что вот я сюда переводился, и благодарю Господа за эти 14 лет в сане, за эти 10 лет в этом храме конкретно, и за эти, скажем так, 37 лет, которые я в России, и вообще-то больше 40 лет, как я, скажем так, в России занимаюсь и бываю в России. Вот я, как я уже сказал, я итальянец, я родился в Италии, в католической семье, был воспитан в вере родителями. Потом стал интересоваться Россией, русской культурой. В университете в Швейцарии изучал русский язык, русскую литературу, русскую культуру. И уже вот с конца советского времени попал в Россию. Вот фактически с 1985 года, а с 1987 я остался как бы постоянно жить в Москве. Иногда в жизни важно, как сказать, посмотреть итоги, провести некоторые вот итоги прожитого. И, безусловно, это то, что происходит со мной в данный момент. Вот прослужив все эти годы, вот 14, как я в сане, и 10 в этом храме, все равно в центре Москвы, прямо в самом центре, потому что раньше я служил на Большой Ордынке, а сейчас вот наш храм Космы и Дамьяна находится фактически на Тверской, значит, совсем рядом с Красной площадью, в самом центре столицы России. Я фактически сейчас переведусь, и, возможно, главное место служения для меня будет Испания. Совсем небольшой городок Эстепона, это на побережье Средиземного моря, это город-курорт, очень красивый, замечательной растительности. Там русские люди, которые там живут уже достаточно давно, они построили замечательный храм русский православный. И вот совсем недавно начали служить, и вот так получается, что я сейчас туда поеду и буду, по всей вероятности, служить, по крайней мере, в основном там. Это небольшой, хоть и курорт, но небольшой городок. И, конечно, переехать из центра российской столицы фактически в провинции, да, в красивое место, безусловно, но, безусловно, провинция. Вот я думаю, размышляю, что изменится в моей жизни и чем я могу там послужить Господу, церкви и людям. Надо сказать, что это место совсем недалеко от Гибралтара, поэтому это край нашего континента, Европы, самый западный край и, наверное, это самый западный край нашей Русской Православной Церкви. Я человек по рождению западный, но как клирик я всегда жил в России, служил в России. И вот такой перевод, вдруг переезд, я думаю, вот что означает. И что я бы хотел, переезжая в такое место. Мне кажется, есть такой момент, который для меня, как итальянца, как западного человека, чрезвычайно важно. Все очень часто связывают православие с
русской культурой или, скажем, с этнической принадлежностью русских, сербов, румынов, скажем, греков, разумеется, и так далее. А вот для нас, западных людей, что такое православие? Еще такой вопрос. Может ли быть православие полноценное, как полноценная церковь, вероисповедание и так далее, в другом культурном и социальном контексте? Вот в данном случае в Западной Европе. Почему это важно? Мне кажется, это важно для самого православия, и в том числе для нашей Русской Православной Церкви. Дело в том, что любое явление бывает вот само по себе, а бывает как бы в конкретном месте, времени и так далее. И поэтому надо всегда различать. Есть явление само по себе, и есть конкретное применение, конкретное воплощение, конкретная реализация этого явления в конкретном месте, в конкретное время. Чтобы понять, что такое православие, надо, может быть, иметь некое расстояние от православных стран, православных культур, чтобы понять, что такое православие само по себе. Вот. Мне сейчас дается такая возможность. Я ее не искал, и скажу честно, эта возможность, с одной стороны, мотивируется тем, что у меня пожилой отец, я буду ближе к нему и к родным, которые нуждаются в моем уходе. Поэтому чисто вот такой, скажем так, совпадение. Но есть и другой момент. Мы все понимаем, что наша Русская Православная Церковь переживает особое время своей истории. Я бы сказал, особо сложное время, особо непростое время. И, может быть, именно в этих обстоятельствах размышлять о том, а что такое православие. Притом абстрагируясь от, скажем, сиюминутных каких-то соображений, от контекста, скажем, исторического, политического прежде всего, но также исторического, культурного и так далее. Вот сейчас мне предоставляется вот такая возможность. Мне, конечно, как итальянцу приходит, как сказать, в голову, вспоминаю Энеиду, историю Энея, который ищет место своих предков и возвращается к некогда вот родным местам, и у него пенаты, то есть как бы в каком-то смысле реликвии или как бы символическое присутствие его предков. Вот я смотрю на этот перевод сейчас именно с этой точки зрения. Вот мне бы хотелось понять, что такое православие как таковое, и может ли быть православие на западной почве, будем так говорить. Дело в том, что в моем выборе о православии, моей принадлежности сыграли роль еще какие-то определенные личности. В моем случае, прежде всего, исторический отец Александр Мень, без всякого сомнения, с которым я был знаком, и он, наверное, первым был для меня лицом православия. Отец Георгий Чистяков сыграл тоже немаловажную роль, с которым я преподавал. Он еще был мирянином, и мы преподали вместе в одном и том же институте. Он лингвист, он литературовед. У нас очень много общих интересов было тогда и есть и до сих пор. Так получилось, что я потом как раз попал в этот храм, где отец Георгий тоже служил достаточно долго. Но тоже одна личность, которая для меня чрезвычайно важна, это личность владыки Антония Сурожского, с которым я не был лично знаком, но знаю его наследие. То, что он больше всего... Владыка очень мало писал, он очень много проповедовал. И вот те книги, которые в данный момент у нас есть за подписью владыки Антония, это больше всего расшифровки его проповедей или разговоров, бесед и так далее. Так вот, эти три личности для меня чрезвычайно важны. Отец Александр Георгий и отец Георгий, которых, как я уже сказал, знал лично, и владыка Антоний, который вот своим наследием для меня сыграл важную роль. Вот эти три человека для меня это как, скажем, пенаты для Энеи. Я уезжаю и беру с собой как бы их наследие. И для меня это в каком-то смысле некое намерение. Я хочу понять,
что такое православие само по себе, как таковой. Я хочу понять, может ли быть православие в совершенно другом контексте, и что православие может сказать не только России, но нашему континенту, всему нашему континенту. Вот потому сейчас, когда я буду молиться из самого западного храма нашей церкви, буду, конечно, вспоминать всех моих друзей, которых я бесконечно люблю в этом храме, в этом городе, в этой стране. И, конечно, буду скучать по ним. Но буду также размышлять о том, что нас объединяет, что мы, как православные, можем сказать всему нашему континенту. В этом я думаю, что вот меня сопровождает как раз владыка Антоний и отец Александр и отец Георгий. Я не знаю, что из этого получится. Для меня это новая страница моей жизни. То, что вот сейчас переворачивается эта страница, когда для нашей церкви, когда наша церковь переживает непростое время, может быть, это тоже не случайно. Кстати говоря, и конкретно наш храм, как часть нашей Русской Православной Церкви, и наш приход тоже переживает непростое время. Может быть, потому Господь сейчас, так организовал вокруг меня эти обстоятельства, и мне предоставляется возможность посмотреть на все это немножко с другого ракурса. Я хочу всем своим друзьям сказать, что я, тем не менее, всем сердцем остаюсь здесь, и что я буду молиться, конечно, о нашем храме, приходе, городе и стране, и что буду возвращаться, потому что, в общем-то, нет никаких препятствий, по крайней мере, сейчас к этому нет. Но я не считаю, что я уезжаю, чтобы, скажем так, как говорят, перекантоваться где-то. Да? Считаю, что это может быть очень важное время и в моей жизни, и, может быть, и для других людей. Поэтому специально перед отъездом захотел записать это обращение, чтобы мои друзья знали, с какими чувствами я уезжаю из Москвы.